Всем доброго вечера, друзья мои. В нашем непростом мире все эти заговоры, ритуалы, которые я дарю вам, они играют огромную роль и помогают решать очень многие вопросы в пользу человека, который обращается к этим силам. Единственное условие, которое я ставлю, не забывайте уважать и с уважением относиться к этим силам. Если хотите, чтобы они помогали вам всю вашу жизнь. Я знаю людей, знала их, боюсь, что еще узнаю, которые пользовались моими работами, но почему-то отнеслись легкомысленно к этим силам и обидели их, оскорбили неосторожно сказанным словом, пренебрежительным отношением, тем, что, не знаю, может быть, они помогли мне, может, вы помогли, может быть, само получилось и так далее. И после этого силы просто переставали им помогать. Абсолютно. Единственное условие – это уважительное отношение к ним. Даже не нужно, скажем так, многие говорят, вот если я человек религиозный, не обижаются ли силы из-за этого? Нет, абсолютно. Между силами нет такого конфликта. Конечно, если вы принимаете язычество, потом многие, скажем, праздники, многие обряды и прочее вы исполнять уже не имеете права, поскольку вы уже перешли в другое измерение. А если вы просто просите помощи сил, вы можете всю свою жизнь оставаться при своей религии, но и просить эти силы, и они будут вас слышать и помогать. Есть определенные работы, которые, например, человеку религиозному затрагивать нельзя. Но в трудную минуту начитать какой-либо заговор и призывать помощь он может, любой человек. Есть определенные разделения. А в основном эти силы, они очень лояльные, очень человечные, понимающие, относятся к человеку. Они понимают, что человек иногда должен подчиняться обществу, семейным традициям, не может отказываться от некоторых вещей, которые важны для его семьи и прочее. Поэтому они никогда, в отличие от религии, которые четко и ясно требуют исполнения и отрицания любой другой силы, кроме религиозной, силы мироздания, они изначальные, они самые первейшие, были с самого начала создания человечества и до создания многих цивилизаций. Поэтому они относятся к человеку лояльно и с пониманием, как любящие родители. Однако, если эти силы вам помогают все время, постарайтесь не случайно, не намеренно, никак не задевать, не обижать их, потому что они просто перестанут вам помогать. А без их помощи, вы сами понимаете, если сравнить до и после, ваша жизнь совершенно иная. Я вам давала много работ, которые помогали вам в трудную минуту, во время судебных процессов. И я вам объясняла, что есть силы справедливости, и вы к ним можете обращаться только в том случае, если вы уверены в своей невиновности, абсолютно уверены. Потому как эта сила справедливости, мироздания, обязательно займет вашу сторону. Но если вы где-то не уверены, знаете, незнание законов не освобождает от ответственности. Бывает, что иногда человек действительно что-то нарушил, не понимая того, не зная, или понимая, но не думая, что в этом есть какой-то урон. Некоторые люди иногда говорят, я же ворую у государства, не у человека.
Стало быть, ты воруешь у нас у всех, потому что мы и есть государство. Мы работаем, мы отдаем налоги, мы платим за все, мы оплачиваем проживание людей, например, там в определенных богадельнях и так далее, в детских домах. Воруя у государства, ты воруешь у нас, у всех, у человечества. Поэтому люди почему-то не понимают, что государство это мы и есть. Это все равно воровство. Да, можно оправдать себя тысячи разными способами, что не все деньги доходят до казны, что чиновники разворовывают и ничего, а почему мы не можем себе позволить где-нибудь там что-то недоплатить. Но в любом случае бывают ошибки, совершенные как бы ненамеренно. Чиновники, прочее, каждый из них ответит за себя. Вы думайте о своей душе. Вы не смотрите на то, а почему. Может быть, все захотят пойти с моста кинуться. Ты же не последуешь их примеру, правильно? Раз уж они так делают, почему я не могу? Потому что ты должен быть выше их. Вот и все. Так вот, если вы абсолютно не виноваты, значит, вы обращаетесь к силам справедливости Вселенной. Если в чем-то чувствуете свою вину или не уверены, или думаете, может быть, мне кажется, что я не виновата, а может, на самом деле не совсем уж безупречно все, тогда обращаемся к силам милосердия Вселенной. Это в том случае, если есть определенная вина, но вы понимаете, что кара может быть очень жестокой, не совсем так, как вы заслужили чрезмерно, или совсем не хотите отвечать за незначительные преступления, которые, кроме как, может быть, каким-то определенным органам, больше никому никаких неудобств не принесли. Я научу вас одному древнему способу. Там немножко другие, то есть действия похожи очень. Но слова там как бы только для практиков и своими словами. Это долго объяснять. Обычному человеку это произносить или говорить не следует. Потому что там есть определенный шаблон, по которому подобные ритуалы создавались. Поэтому вам как бы это все затрагивать не стоит. Но для обычных людей я создала на основе вот этого древнего действия, я создала ритуал, который, кстати говоря, помог некоторым людям, несколько случаев. Это старая моя работа. Один раз снимала очень давно. Поскольку каналы сливали, оно пропало. Вот решила улучшить это все, облагородить и переснять. Если вы проводите для себя, то есть вот этот ритуал, есть ритуалы, которые можно провести только для себя, есть которые можно и для близкого человека. Это учтите просто, знаете, и внимательно слушайте, чтобы не переспрашивать, что, для кого и чего. Можете провести для себя, если у вас судебные тяжбы. И, между прочим, хочу сказать, что этот ритуал вам может помочь решить и другие споры, связанные с наследством, связанные с определением места жительства ребенка и прочее. Это именно от судилища, не только вот суда, а вот разборок, судилища, одним словом, выяснение каких-то отношений. Это все решится в вашу пользу. Но если человек находится в местах лишения свободы, и у него нет возможности это провести самому, вот только в этом случае вы можете за него начитать. И то человек должен быть вам близкий друг, там, любимый, не знаю, отец, сын, дочь и так далее. Вот только в этом случае вы можете это сделать. Если он закрыт. Если вы просто возьмете и сделаете, потому что он не хочет, вот не соизволил сам
Не надо, вы этим можете ему, наоборот, испортить все дело. Просто учтите, слушайте внимательно. Если человек значит, в заперти и не может себе позволить это все провести, в этом случае можете сделать за него. Но есть определенные слова. Когда здесь сказано «мне», значит, я, наверное, прочитаю. Первый раз начитаю, как на другого человека читать, а далее вам покажу, как читать для себя. Вы должны налить воды в сумерки, когда солнце село, в темное время суток. Вечером, ночью, ранним утром, если солнце еще не встало. Восковую свечу. Свечу потом оставляем догореть, вот до определенного огарка. Надо потушить, не дуйте. Потушите гасильником или пальцами и просто выкиньте. Это не имеет значения. Читайте 6 раз над водой. В конце нужно вот так вот дуть на воду 6 раз, чтобы прям вот ваше дыхание касалось воды. После чего идете и моете лицо, а последний глоток, который останется, выпиваете. Если вы проводите для другого человека, делайте то же самое, только воду нужно вынести и вылить на землю. Вылейте в какую-нибудь емкость, если вы в квартире живете, и выносите. После того, как провели, сразу выносите и вылейте. Для этого, значит, проведите, например, вечером, чтобы ночью не выходить, когда уже солнце село. Приспособьте свое время, это же вам нужно. Вы должны как-то понимать, как это сделать. Заговор следующий. И для себя, и для другого человека читайте 6 раз. Но читайте, например, если очень такое сложное дело, 6 вечеров или ночей кряду это делайте. Каждый раз новая свеча, естественно. Есть тут определенные слова. Матушка воску ярова, свеча. Матушка воску ярова. Это в старину так говорили, поэтому звучание здесь правильное. Свеча – это и есть матушка воска. То есть соединение огня и воска. Вот свеча – матушка ярого воска и огня, естественно. Далее. Давайте я прочитаю, наверное, первую часть. Это для другого человека. Точно так же 6 вечеров, 6 ночей кряду. Когда у вас получится преодолеть, вы должны откупиться. И откупиться это уже вы сами решите, и кому насколько дорог близкий человек или собственная свобода, так и откупятся. Итак, почему нужно откупаться в такие серьезные, то есть проводя работы? Потому что вы тем самым отсекаете связь. Чтобы через некоторое время опять эта проблема вновь не пришла, не вернулась на вашу голову, ее нужно от себя, откупиться и уйти от этого. Я уже говорила вам, уже сравнивала с банком. Если вы банку не отдаете то, что должны отдать, это не означает, что теперь-то вы свободны. Нет, банк свое получит через суды, через аресты, через арест имущества, да, и получит с лихвой, с процентами, со штрафами, с пением и прочее. Вот то же самое Вселенная. Если вы считаете, что вы получили, и все нормально, получили и хорошо, дальше получили, и ничего не надо, потому что никто же это не видит, но видят силы Вселенной, они перестанут вам помогать. И через некоторое время, когда ситуация вернется обратно, она вернется обратно, если не отсечь, то уже помощи ждать вам будет неоткуда. Итак, первое. Читаю так, как нужно читать для близкого человека. Двери судьбы отворяются, духи судьбы сюда спускаются. Судьи и всякие, кто судит и карает, перед ним имя называйте. Колено преклоняет, да голову смиренно склоняет. Матушка воску ярого свеча и святая Матерь вода. Утолите у всяких властей гнев и ярость. Не оставьте им
власти даже малость. Вся сила огня и воды ему подмога. Имя, Ивану, предположим. Благословение ему, Ивану, от каждого Бога, от мира всех людей, да пребудет ему помощь и сострадание, и да решится в его пользу любое испытание, и прекратятся его страдания. Как я и хотела, небо ключ, земля замок. Все исполнится, заклято. Я надеюсь, поняли как. Там, где мне имя человека, для которого читайте. Желательно вообще для того, чтобы держать образ человека, лучше его фотографию поставить перед собой и начитывать. Но, повторяю, вы не имеете права делать для соседей, для друзей, для кумовьев. Это должен быть родной человек. У вас должна быть, знаете, как там, бинарная связь. Не люблю эти навороченные слова. Но у вас должна быть духовная связь между вами и этим человеком. Вы должны его знать, а он вас. Это должен быть муж, сын, отец, брат, мать, хоть кто. Но близкий человек. Можно, в крайнем случае, подруга, с которой вы давно дружите. Все. Остальное там племянник читать, мужу, сестры, это должны делать они для своих близких людей. А теперь как нужно читать для себя, если вам это будет нужно. Это подходит к любой, то есть к любой проблеме, с налоговой, с, не знаю, с работниками ЖКХ, с кем угодно. Со всеми, кто имеет отношение к властным структурам, казенные люди. Паспортный стол, который вам не хочет, например, долгое время прописку делать. И даже в этом идет. Хотя здесь всякий, кто карает, но оно туда входит все это, понимаете? Кто судит, карает, они тоже судят от силы, то есть в какой-то мере, потому что не обязательно официально судить, но они решают вашу проблему, вашу судьбу, дать вам эту прописку, не дать и так далее. Но в этом случае вы должны провести только для себя. Еще раз объясняю, вы можете провести за другого человека только в том случае, если человек заперт, закрыт, и у него нет возможности это все проводить. Двери судьбы отворяются, духи судьбы сюда спускаются. Судьи и всякий, кто судит и карает, предо мной колено преклоняет. Да голову смиренно склоняет. Матушка воску ярого свеча и святая Матерь вода. Утолите у всяких властей гнев и ярость. Не оставьте им власти даже малость. Вся сила огня и воды мне подмога. Благословение мне от каждого Бога. От мира всех людей да пребудет мне помощь и сострадание, и да решится в мою пользу любое испытание, и прекратятся мои страдания. Как я и хотела. Небо ключ, земля замок. Все исполнится, заклято. Двери судьбы отворяются, духи судьбы сюда спускаются. Судьи и всякий, кто судит и карает, предо мною колено преклоняет. Да голову смиренно склоняет. Матушка воску ярого свеча и святая Матерь вода. Утолите у всяких властей гнев и ярость. Не оставьте им власти даже малость. Вся сила огня и воды мне подмога. Благословение мне от каждого Бога. От мира всех людей да пребудет мне помощь и сострадание, и да решится в мою пользу любое испытание, и прекратятся мои страдания. Как я и хотела. Небо ключ, земля замок. Все исполнится, заклято. И вы посмотрите, как энергия всех людей вокруг, знакомых и незнакомых, объединятся для того, чтобы вам помочь. Вы же призвали. Так и будет. Мы же создаем сюрреальность. Реальность параллельного мира. Чтобы понять, как это работает, чтобы я не повторялась, возьмите и посмотрите мою лекцию «Ключ, замок, язык, заклято».
Двери судьбы отворяются. Духи судьбы сюда спускаются. Судьи и всякий, кто судит и карает, предо мною колено преклоняет, да голову смиренно склоняет. Матушка воску ярого свеча, и святая Матерь вода, утолите у всяких властей гнев и ярость. И не оставьте им власти даже малость. Вся сила огня и воды мне подмога, благословение мне от каждого Бога. От мира всех людей да пребудет мне помощь и сострадание, и да решится в мою пользу любое испытание, и прекратятся мои страдания, как я и хотела. Небо ключ, земля замок, все исполнится, заклято. Еще раз. Двери судьбы отворяются, духи судьбы сюда спускаются. Судьи и всякий, кто судит и карает, предо мною колено преклоняет, да голову смиренно склоняет. Матушка воску ярого свеча, и святая Матерь вода. Утолите у всяких властей гнев и ярость. Не оставьте им власти даже малость. Вся сила огня и воды мне подмога. Благословение мне от каждого Бога. От мира всех людей да пребудет мне помощь и сострадание, и да решится в мою пользу любое испытание, и прекратятся мои страдания, как я и хотела. Небо ключ, земля замок. Все исполнится, заклято. 6 раз не буду читать, времени нет, мне еще снимать нужно. Вот так подводите и дуете прям. Даже не знаю, видно, нет? Вот, чтобы... Не знаю, сколько раз я подула, но вот чтобы прям вот так вот по воде шел ваш дух, дыхание. Свечу оставляете здесь, идете, умываете лицо. Ну, можете так просто чуть-чуть так помочить лицо в любом случае. И оставьте в конце немного воды на 1 глоток. И выпиваете. Если у вас очень серьезное дело, проведите 6 ночей кряду. Если... Ой, ладно. Духи захотели, значит, чтобы я их помнила. Если дело такое... Ну, быстро решаемое, но никак не идет вперед. Ну, значит, сделайте 1 раз, посмотрите, еще раз повторите. Ну, лучше желательно, конечно, наверняка делать, как положено, 6 ночей кряду. И это подходит, еще раз говорю, к любой нерешаемой задаче. С паспортным столом, с налоговой, с органами опеки, с чем угодно. В общем, все, кто судит, карает, от кого зависит наша жизнь. Все казенные чиновничий аппарат, собственно говоря. И очень быстро это решится. Ну вот землю вам не дают, дом никак не дают, а вам положено и так далее. Это не именно от суда. Это вот решить вот эту проблему с казенным миром. Желаю всем удачи.